Трамп объявил о спасении второго летчика-истребителя F-15E, сбитого над Ираном. Президент США Дональд Трамп объявил об успешном завершении, и, по словам Трампа, сейчас летчик находится в безопасности, однако получил ранение. Об этом, слушайте, так как его спасали, фильм снимать можно. И, кстати, я думаю, что снимут. Этот храбрый воин, цитата, находился за линией фронта в коварных горах Ирана, преследуемый нашими врагами, которые приближались с каждым часом, но он никогда не был по-настоящему один, потому что его главнокомандующий, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и сослуживцы круглосуточно следили за его местонахождением и усердно планировали его спасение. По моему указанию, вооруженные силы США направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его, написал Трамп в своей социальной сети Trump Social. А поражение американского самолета стало известно из сообщений иранских СМИ. Они утверждали, что КСИР с помощью системы ПВО сбил истребитель F-35. По фотографии обломков этого не подтвердили. Позднее американские власти сообщили, что одного члена экипажа удалось спасти. Ну, был такой факт, вот сейчас прям это свежая новость, что спасли и второго. И давайте немножко еще со своей стороны, друзья, кое-что посмотрим. Также это публикуется, но много где, что спасен второй. ЦРУ провело операцию по дезинформации, то есть это все сопровождалось огромным количеством действий. Да, Трамп всегда все пафосно произносит. Давайте сейчас попробуем разобраться, как было на самом деле, что делалось, что не делалось. ЦРУ провело операцию по дезинформации в Иране, помогло вытащить второго члена экипажа сбитого F-15. Американцы подняли сотни спецназовцев и десятки самолетов и вертолетов, чтобы провести одну из самых сложных спасательных операций. Ночью иранцы сбили американский истребитель, такое напоминание, на западе Ирана. После крушения одного из пилотов спасли, а за вторым гонялся КСИР. Фильм снимать не надо. Спецслужба вбросила фейки, будто пилота уже нашли и везут по стране. Иранские силы запутались, американские спокойно вычислили второго члена экипажа в горах. Разведка передала координаты Пентагону и Белому дому, военные быстро собрали операцию и выдвинулись на эвакуацию. Американская авиация ударила по иранским конвоям, чтобы те не добрались до пилота. Во время операции началась перестрелка. Летчик спрятался на хребте, включил аварийный маяк и держал связь со спасателями до эвакуации. В ходе миссии США потеряли 2 транспортника. Техника вышла из строя на базе. Самолеты подорвали, чтобы оборудование не досталось Ирану. Для завершения операции пригнали еще 3 борта и вывезли спецназ вместе со спасенным экипажем. В Пентагоне назвали миссию одной из самых сложных в истории спецопераций. Дональд Трамп заявил: мы никогда не оставим американского бойца. Как он выдал. Теперь давайте-ка, наверное, сделаем кое-что еще. Я попросил, при помощи искусственного интеллекта, чтобы он мне, в принципе, провел сравнительный анализ, каких-нибудь супермогущественных супердержав, где обожают своих военнослужащих, и вот где лучше, где хуже. Поехали. США провели одну из самых масштабных и рискованных спасательных операций последних лет. Это уже такая выжимка. Задействовали множество самолетов, вертолетов, спецподразделений, разведку, союзников и даже уничтожили собственный застрявший самолет, чтобы он не достался врагу. Давайте возьмем какую-нибудь еще супердержаву, которая конкурирует с США по своей могущественности. В российских случаях масштабы были несопоставимо меньше. 1-2 вертолета. И все. Ограниченная разведка, отсутствие подавления ПВО. И оба пилота, берутся конкретные примеры, Пешков и Филиппов, погибли. Факты показывают огромную разницу в ресурсах, доктрине и возможностях спасательной вот этой системы. В США это называется CSER. Я могу неправильно произносить, тогда пардон. США. Спасение пилота F-15 в Иране. Апрель 26-го. Что сделали США по фактам? Провели многоуровневую операцию с участием HH-60 Black Hawk. Вертолетов оба попали под огонь, но вернулись HC-130 и других самолетов поддержки, включая А-10, которые тоже были подбиты. Спутниковой воздушной разведки, спецподразделений, включая вероятное участие Парасеку, какая-то израильская разведка, которая приостановила удары, чтобы не мешать поиску пилотов. Операция длилась почти 48 часов. Пилот скрывался в горах, используя маяк или зашифрованную связь. США провели тяжелый бой при извлечении пилота, по данным официальных лиц.
Один из самолетов поддержки, предположительно С-130, застрял в грязи, ну то есть еще на взлете не смог взлететь. Президент США назвал операцию одной из самых дерзких в истории. Масштаб операции: больше 10 воздушных бортов в зоне, многоуровневое прикрытие, подавление угроз, международная координация, спасение обоих членов экипажа, одного раньше, второго в горах Ирана. Сравним с другой супердержавой, как она о себе говорит, Россия. Су-24 в 2015 году, Су-25 в 2018 год, Су-24 Пешков. Сбит турецким F-16. Это так называемая битва помидоров. То есть ответ Путина был, что мы перестанем покупать ваши помидоры. Ну, я так напоминаю. Этому много было посвящено вниманию у людей. Сбит турецким F-16. На спасение отправили то ли один, то ли два вертолета Ми-8. Один был сбит, погиб морпех. Пилот Пешков был расстрелян в воздухе боевиками при спуске на парашюте. Разведка и прикрытие были минимальными. Су-25 теперь, собственно говоря, вот и вся операция. Два вертолета, один из них сбит, и все. Вот. Я попытался провести честный разбор, никому не делая никаких преференций. Больше того, это искусственный интеллект, которым я просто сказал, проведи мне сравнительный анализ. И в конце будет понятно, что он уточняет, что, ну, как бы вот, объективные есть причины. Су-25. Кстати, США тоже могли сказать объективно, ну что мы тут сделаем. Так что да, объективность тоже понятие растяжимое. Тем не менее, итак, Су-25 это Филиппов, 18 год, сбит он был ПЗРК. Район полностью контролировали боевики, спасательная операция была невозможна, пилот оказался в окружении. Филиппов вел бой на земле и погиб, подорвав гранату. Воздушного прикрытия практически не было. Масштаб операции РФ: 1-3 борта максимум, нет специализированной, ну, самой вот этой системы, сопоставимой с CSR подразделений, нет подавления ПВО, ограниченная разведка, оба пилота погибли. Сравнительная таблица, факты без оценок, вот, то есть нейтрально. Нейтральный вывод по фактам. Разница объясняется не заботой, а наличием у США. А это разве не забота? Ну, так, ну, у США это есть, а у России это почему-то нет. Вот так. Так что Россия не виноватая. У нее просто нифига нет. Почему-то. Разница объясняется не заботой, а наличием у США огромной вот этой CSR инфраструктуры, тотальным контроль воздуха, союзники, разведка, бюджет, мощность задействовать. Самое главное, что вот это все можно выкинуть. У США есть, у его военнослужащего, у СШшного, вера в то, что за него будут драться, и он с большой вероятностью выживет, оказавшись в горах, окруженный. Там бой мощнейший дали, чтобы его оттуда вытащить. У него шансов не было. У него оставался шанс такой же, как у российского пилота, отстреливаться до последнего патрона, потом взорваться. Но каким-то, черт побери, чудом у США много чего дофига есть, чтобы его оттуда вытащить. Вот и вся разница, на мой взгляд. Но нейтрально. Россия не виноватая, у нее просто ни хрена нет. У нее есть богатые олигархи, но у нее нет системы инфраструктуры спасения своих военнослужащих. Ну, такая маленькая разница. Тотальный контроль воздуха, союзники, разведка, бюджет, возможность задействовать десятки бортов и спецподразделений. Россия в Сирии действовала в условиях, где такие операции были физически невозможны. Мало бортов, нет CSR, нет подавления ПВО, район контролировали боевики. Ну, естественно, когда у вас ни хрена нет, район контролируют боевики. Еще раз, я даже не сновясь ни на чью сторону сейчас, да, там ни оппозиции, не говорю ни про Сирию, ни там цели, интересы, возможности. Не буду говорить даже про беспилотники, которые принадлежали США, налетели, и 300 покойников от частной военной компании, об этом тоже было много сказано в Сирии. Быстренько замяли, ну ведь они же свои, а значит нахрен не нужны. Такая история, такое небольшое сравнение. Со своей стороны пишите, как вы это видите. Я по большей части отталкиваюсь от новости и от собранной информации искусственным интеллектом. Почти своего ничего не добавлял. Пусть добавят те, кто является военнослужащим. Кстати, было бы любопытно вас послушать. Ну и все. Вот от себя прям вот реально ничего не добавляю. Увидимся.